Привет, Алексей. Я только что была на круизе по Нилу. Привет, Елена. Серьезно? Это было твое первое путешествие в Египет? Да, первый раз. Все было так необычно и красиво. Мне всегда хотелось увидеть Нил. Как тебе там? Очень понравилось. Теплая погода, пальмы, везде вода. Вид с палубы просто потрясающий. Вы плыли далеко? Мы начали в Луксоре и закончили в Асуане. Это же знаменитые города. Ты что-нибудь узнала о них? Да, в Луксоре много храмов и истории. Экскурсовод рассказывал о фараонах и гробницах. Ты побывала в одном из храмов? Да, в Карнакском храме. Он огромный. Слышал, там полно древних колонн. Верно. Колонны с красивыми рисунками. Атмосфера особенная. Ты фотографировала? Конечно. Могу потом показать тебе фотографии. А люди на корабле были дружелюбные? Очень. Мы познакомились с туристами из разных стран. Все вместе смотрели закат над Нилом. Красиво. Закаты на реке, наверное, необычные. Да, небо меняет цвет. Очень романтично. Ты пробовала местную еду? Да, ели много овощей, рыбу. Были вкусные блюда с рисом. Звучит вкусно. Попробовала фалафель. Это жареная котлета из нута. Я тоже люблю фалафель. И чай с мятой. Традиционный египетский напиток. Ты купила сувениры? Да, купила маленькую статуэтку сфинкса. Отлично. Ты вернулась с хорошими воспоминаниями. Очень. Я мечтаю снова вернуться на Нил. Спасибо, что рассказала. Теперь я тоже хочу поехать. Когда-нибудь съездим вместе, Алексей. Оля, привет. Ты часто ходишь на пикник? Привет, Игорь. Да, я люблю проводить время на свежем воздухе. Я хочу устроить пикник, но не знаю, с чего начать. Для удачного пикника важна хорошая погода и настроение. Погода сегодня отличная. Что нужно взять с собой? Обязательно возьми покрывало и корзину для еды. А какие продукты ты обычно берешь с собой? Я люблю брать фрукты, бутерброды, сыр и сок. Фрукты — хорошая идея. Какие лучше подойдут? Я беру яблоки, виноград и клубнику. А что насчет напитков? Летом отлично подходит холодный лимонад или чай. Нужно ли брать что-то для игр или развлечений? Конечно, можно взять мяч, бадминтон или настольные игры. А сколько человек лучше пригласить? Лучше всего
3-5 друзей, чтобы всем было комфортно. Есть ли особые традиции пикников в России? Да, многие любят жарить шашлыки на природе. На майские праздники почти все выходят на пикник. Я слышал про шашлык. Это сложно приготовить? Не очень. Главное — замариновать мясо заранее. Спасибо, буду знать. Можно ли брать с собой животных? Если у тебя спокойная собака, почему бы и нет? Какой парк для пикника самый популярный в Москве? Многие выбирают парк Горького или Сокольники. А нужна ли специальная посуда? Лучше взять одноразовую, чтобы не носить тяжелую назад. Спасибо. Твои советы очень полезны. Пожалуйста. Главное — не забыть убрать после себя мусор. Обязательно. Это очень важно. И не забудь взять плед. Вечерами часто прохладно. Хорошая идея. Может, сделаем пикник вместе на выходных? С удовольствием. Я принесу фрукты и сок. Тогда я возьму бутерброды и игры. Договорились. Здравствуйте. Меня зовут Анна. Я менеджер зала. Здравствуйте, Анна. Меня зовут Алексей. Рада познакомиться, Алексей. Вы сегодня первый раз? Да, я только что записался. Немного волнуюсь. Не переживайте. Все просто. Я расскажу вам все важное. Сначала оформим карту клиента. У вас есть паспорт? Да, вот мой паспорт. Что еще нужно? Спасибо. Теперь расскажу о нашем зале. У нас есть тренажерный зал, зона для кардио и зал для йоги. Здорово! Я хочу попробовать тренажеры и беговые дорожки. Конечно. Кардиозона прямо слева от входа. Тренажеры справа. Там можно работать над всеми группами мышц. А тренер может помочь мне с программой тренировок? Да, первый раз тренер покажет вам упражнения бесплатно. Это удобно. Сколько стоят абонементы? Есть разные виды. На месяц, 3 месяца, годовые. Чем дольше срок, тем дешевле цена за месяц. Понял. А можно ли пользоваться душем после тренировки? Да, душевая и раздевалки находятся в конце коридора. Спасибо. А полотенце брать свое или вы даете? Выдаем полотенце бесплатно. Просто спросите на ресепшене. А как работает зал? Во сколько он открывается и закрывается? Мы работаем с 7 утра до 11 вечера. Каждый день, даже в выходные. Интересно. В России много фитнес-клубов, открыты круглосуточно. Правда? Это очень удобно для разных графиков. Еще важно, используйте сменную обувь. Это требование клуба. Хорошо, спасибо за информацию. Где можно оставить вещи? Вещи оставляйте в шкафчиках в раздевалке. Есть ключи. А если я что-то забыл, можно купить воду или батончики здесь?
Да, у нас есть автомат с водой, чаем, батончиками и фруктами. Почти все готово. Есть еще вопросы? Нет, все ясно. Спасибо, Анна, вы очень помогли. Пожалуйста, Алексей. Добро пожаловать в наш зал. Спасибо. С нетерпением жду первой тренировки. Доброе утро. Чем могу помочь вам сегодня? Здравствуйте. Я хотел бы заказать торт на день рождения. Отлично. Для кого будет торт? Для моей дочери. Ей исполняется 7 лет. Какое прекрасное событие. Как ее зовут? Ее зовут Аня. Очень красивое имя. Какой вкус торта вы предпочитаете? Аня любит шоколадный торт. У нас отличный шоколадный торт с бананами. Хотите попробовать наш фирменный рецепт? Да, это звучит вкусно. Можно посмотреть примеры? Конечно. Вот фотографии наших тортов на экране. Мне нравится торт с розовым кремом и ягодами. Такой дизайн мы часто делаем для детских праздников. Хотите, чтобы на торте было написано имя? Да, пожалуйста, напишите «С днем рождения, Аня». Отлично. Сколько человек будет на празднике? Будет около 10 гостей. Для 10 человек лучше взять торт на 1,5 килограмма. Спасибо. Я доверяю вашему совету. Хотите добавить свечи или украшения? Да, нужны свечи и фигурки животных, если можно. Конечно, у нас есть зайчики, мишки и кошечки. Аня любит кошек. Выберите, пожалуйста, их. С удовольствием. Когда вам нужен торт? На субботу к 2 часам дня. Записала. Укажите, пожалуйста, имя и номер телефона. Да, меня зовут Игорь. Телефон 8 912 555 33 22. Спасибо, Игорь. Все готово. Ждем вас в субботу. Большое спасибо за помощь и советы. Пожалуйста. В России есть традиция пить чай с тортом. Пусть ваш праздник будет очень сладким. Спасибо. Отличного дня вам. Здравствуйте. Чем я могу вам помочь? Здравствуйте. Я хочу покрасить комнату дома. Отлично. Какой цвет вы предпочитаете? Я думаю о светло-голубом или зеленом цвете. Светлые цвета делают комнату больше и светлее. Мне это подходит. А какая краска лучше для спальни? Я советую акриловую краску. Она почти без запаха. Хорошо, а нужно ли грунтовать стены? Да, это важно для лучшего результата. Грунтовка помогает краске держаться дольше. А сколько банок краски мне нужно купить? Какой у вас размер комнаты в метрах? Комната примерно 12 квадратных метров. Одна банка 2,5 литра
Должна хватить на 2 слоя. Спасибо. Нужны ли мне еще инструменты? Да, возьмите валик, кисть и малярный скотч. Малярный скотч защитит розетки и углы. Понял. А есть ли удобные наборы для начинающих? Да, вот набор: валик, поддон и 2 кисти. Отлично. Я возьму такой набор. Не забудьте про пленку для защиты пола. Спасибо. Хорошо, что напомнили. Если хотите, могу рассказать интересный факт. Да, расскажите, пожалуйста. В России часто используют светлые тона для интерьера. Они делают помещение уютным в зимние месяцы. Очень интересно. А когда лучше начинать ремонт? Лучше красить при открытых окнах весной или летом. Понятно. Буду планировать на эти месяцы. Если будут вопросы, обращайтесь. Меня зовут Елена. Спасибо, Елена. Меня зовут Игорь. Очень приятно, Игорь. Удачи с ремонтом. Спасибо большое за помощь и советы. Здравствуйте. Я хотела бы узнать о ваших номерах. Добрый день. Конечно. С удовольствием расскажу. У вас есть разные формулы для проживания? Да, у нас есть 3 варианта размещения. Интересно. Можете рассказать подробнее? Конечно. Первый вариант — стандартный номер. В него включен только завтрак. А что значит стандартный завтрак? Это шведский стол, каша, яйцо, сыр, хлеб, чай. Здорово. А какие еще есть формулы? Второй вариант — полупансион. Это номер с завтраком и ужином. А обед не входит? Обед не включен, но вы можете заказать отдельно. Поняла. А третий вариант? Это все включено. Завтрак, обед, ужин и напитки. О, это удобно. Напитки — это только чай и кофе? Нет, еще вода, соки и иногда вино за ужином. Какая приятная опция. Часто выбирают ее? Да, особенно семьи с детьми. Кстати, для детей у нас есть игровая комната. Очень хорошо знать. А номера все одинаковые? Номера по размеру разные. Стандарт и люкс. А люкс чем отличается? Там больше места, есть балкон и вид на город. Это звучит здорово. Из какого города здесь вид? Мы находимся в центре Санкт-Петербурга. Я мечтала увидеть белые ночи в Петербурге. В июне у нас действительно очень светло ночью. Спасибо большое за подробную информацию. Пожалуйста, готов ответить на любые вопросы. Я подумаю и обязательно скажу, какой вариант выбрала. Конечно, обращайтесь в любое время.
Здравствуйте, Марина. У вас красивый сад. Спасибо, Андрей. Это мой первый огород. Серьезно? Вы сами все посадили? Да, я сама сеяла семена и ухаживала за растениями. А какие овощи вы здесь выращиваете? Здесь есть помидоры, огурцы, морковь и лук. Помидоры уже поспели? Почти. Некоторые еще зеленые, но многие уже красные. Вы любите ухаживать за растениями? Очень. Это приятно и помогает расслабиться. Сложно ли было начинать? Сначала было трудно. Я много читала и смотрела видео. Огород требует много времени и труда, да? Да, но это очень интересно. Особенно летом. В детстве я всегда мечтала о своем огороде. А ваши родители тоже занимались садом? Да, моя бабушка выращивала много овощей в Туле. У нас в России многие любят дачи и огороды. Да, мне рассказывали про ленинградские огороды. Что еще вы хотите посадить в будущем? В следующем году хочу попробовать клубнику и фасоль. Клубника — это вкусно. Сложно ли ее выращивать? Говорят, нужно много солнца и хороший полив. Я еще не все знаю, но учусь на ошибках. Это правильно. Опыт приходит со временем. А вы делаете компост для удобрения? Да, у меня есть маленькая компостная куча в углу. Отлично. Органические удобрения очень полезны. Да, растения растут лучше, и вкус натуральный. Вы готовите блюда из своих овощей? Конечно, суп из свежих овощей очень вкусный. Можно делать салаты, солить огурцы. Летом самый вкусный огурец из огорода. Да, это правда. Свой урожай — всегда радость. Желаю вам хорошего урожая, Марина. Спасибо, Андрей. Приходите попробовать мои овощи. Привет, Оля. Ты хорошо путешествуешь с малым бюджетом? Привет, Дима. Да, стараюсь экономить. Почему спрашиваешь? Я хочу поехать в отпуск, но у меня мало денег. Понимаю. Сначала выбери недорогую страну или город. Я думал о Польше или Латвии. Это хорошая идея. Да, отличная. Там недорогие билеты и жилье. Как обычно, ищешь дешевые билеты. Я смотрю сайты Skyscanner и Aviasales. А если ехать поездом или автобусом? Это бывает дешевле. Проверь Блаблакар тоже. Можно поехать автостопом, если не боишься. Интересно. А где лучше останавливаться ночевать? Я выбираю хостелы или бюджетные гостиницы. Иногда использую каучсерфинг, чтобы жить у местных.
Никогда не пробовал каучсерфинг. Это безопасно? Да, если читать отзывы. Там часто хорошие люди. А как насчет еды? Я люблю вкусно поесть. Дешевле покупать еду в супермаркете или рынке? Можно зайти в столовые. Там домашняя еда. В России очень популярны бизнес-ланчи, да? Да, в кафе днем всегда есть недорогой бизнес-ланч. Хорошая идея. Как планируешь маршрут путешествия? Я отмечаю места на карте и читаю отзывы. Пешком гулять дешевле, и можно увидеть больше. Я люблю фотографировать. Ты берешь фотоаппарат? Да, но часто хватает телефона. Какие сувениры покупаешь? Я покупаю магнитики или открытки. Они дешевые. Еще совет для экономии. Покупай билеты заранее и путешествуй вне сезона. Можешь искать бесплатные экскурсии. Их много в городах. Спасибо, Оля. Ты очень помогла мне. Пожалуйста, Дима, хорошей поездки. Теперь я готов к приключениям. Привет, Игорь. Как прошел твой отпуск? Привет, Лена. Я снял квартиру впервые в жизни. Серьезно? Где ты отдыхал? Я был в Санкт-Петербурге. Совсем рядом с Невой. О, это красивый город. А какая была квартира? Квартира маленькая, но очень уютная и теплая. Хозяин очень добрый мужчина. Его зовут Алексей. Тебе все понравилось? Не было проблем? Нет, почти все было хорошо, но сломался чайник. Ой, и как ты пил чай? Хозяин быстро принес новый чайник, все решил. Здорово. В квартире был интернет? Да, Wi-Fi работал отлично. Я смотрел фильмы вечером. Было ли тебе удобно добираться до центра города? Очень удобно. Метро совсем рядом, 5 минут пешком. Какие места ты посетил первым делом? Я ходил в Эрмитаж и гулял по Невскому проспекту. Ты знал, что в Эрмитаже больше 3 миллионов экспонатов? Да, я смотрел картины много часов. Так интересно. Что тебе больше всего запомнилось в квартире? Были огромные окна с видом на старинные улицы. Звучит романтично. Хозяин что-нибудь рассказал интересное? Он посоветовал кафе и показал, где лучший пирог. Ты пробовал местную кухню? Да, я ел борщ и пироги с капустой. Очень вкусно. Замечательно. А как тебе район? Район спокойный, магазины и аптека рядом. Соседи тоже были приветливые, тихие. Что больше всего понравилось во всем отпуске? Мне понравилась свобода. Все как дома, но в новом городе.
Планируешь еще раз арендовать квартиру? Обязательно. Это удобнее, чем отель для меня. Спасибо за рассказ. Теперь и я хочу так попробовать. Если будут вопросы, спрашивай. Я помогу. Здравствуйте. Добро пожаловать в наш кемпинг. Здравствуйте. Я хочу забронировать место для палатки. Конечно. На сколько ночей вы хотите остаться? На 3 ночи, пожалуйста. Как вас зовут? Меня зовут Елена Петрова. Очень приятно, Елена. Из какого вы города? Я из Санкт-Петербурга. Вам нравится отдыхать на природе? Да, очень. Я люблю гулять в лесу и купаться в озере. Здорово. У нас есть озеро рядом, вода сейчас теплая. Приятно слышать. Есть ли рядом супермаркет? Да, супермаркет в 5 минутах пешком. Здесь есть карта кемпинга. Вот ваше место. Номер 12. Спасибо. А душ и туалет далеко от моего места? Они рядом. Идти всего 2 минуты. Можно пользоваться кухней? Да, у нас есть общая кухня для гостей. Отлично. Сколько стоит проживание за 3 ночи? Всего 2000 рублей. Можно оплатить картой? Да, и картой, и наличными. Сколько гостей обычно бывает летом? Обычно много. Особенно в июле и августе. В прошлом году приезжали туристы из разных стран. Здесь можно арендовать велосипед? Да, велосипеды стоят 200 рублей в день. А где находится остановка автобуса? Автобусная остановка прямо у входа в кемпинг. Когда нужно выезжать в день отъезда? До 11 утра, пожалуйста. Большое спасибо за информацию. Пожалуйста. Приятного отдыха в нашем кемпинге. Спасибо. Здесь очень красиво и уютно. Если будут вопросы, обращайтесь ко мне в любое время.